Мысли формы ненависти и войн. 12 мыслеформы нануков. Часть 1. Стереотип: война, борьба, битва, сражение, конфликт, блокада, нападение, агрессия, захват, разрушение, завоевание, уничтожение. В раскрытой из записи горы Олимп информации есть еще одна мыслеформа, которую мы хотели бы исследовать. Это мыслеформы ненависти. Мыслеформы ненависти принуждает к подавлению чужой воли к жизни. При этом другой завоевывается и сдается, либо уничтожается как физически, так и энергетически. В интересах возносящихся, мы хотели бы более подробно рассмотреть эту мыслеформу. Вы можете использовать эту информацию для того, чтобы начать осознавать связь с мыслеформами Аннанук, своей собственной мыслеформы, стремясь преодолеть ее и заполнить это место в своем поле всей возрастающим количеством языка света. Совершая таковое, вы освобождаете себя от необходимости причинять вред, вовне или внутри. Архетип: Арес, Марс, бог войн. Арес был братом Зевса, и, судя по всему, пробыл на Земле самый короткий срок из всех представителей семьи Ану. Арес прибыл с целью защитить Землю как плеядианскую территорию и собственность, когда группа гуманоидов с Ориона предприняла попытку очистить Землю от Ану. Арес группой плеядианских солдат создал круговую оборону, чтобы защищать Землю как собственную территорию. Данный конфликт продолжался всего 8 лет и закончился соглашением с Орионом и переправкой на Орион тысяч человеческих женщин в качестве рабов, после чего Арес возвратился домой на Плеяды. В данном послании мы постараемся восстановить тонкую нить нашей памяти, ведущую нас к истокам зарождения мыслеформы войн в человеческой истории, и озвучим классифицирующие метки бессознательного, чтобы облегчить посвященным процесс поиска данных, находящихся в вашем бессознательном, вскрывающие заблокированные замки и мыслеформы, несущие в себе коды разрушений, причинения вреда, для выведения их из сферы бессознательного, с целью их полного осознания. С тех пор, как элемент огня был изъят из человеческой расы рабов, человечество пребывает в реалиях войн, ненависти, боли и страданий. Почему и как это произошло? Возлюбленные, все, что происходит на физическом плане, берет свое начало в более высоких тонких измерениях, когда ложные красные и белые боги вознамерились пойти войной друг на друга. Эти события мы описываем в статье «Падение ледяных щитов и война ложных богов». Когда красные ложные боги оказались втянуты в реалии людей внутренней Земли, это временно положило конец войне между красными и белыми ложными богами. Но как только война прекратилась в нефизических планах, она вспыхнула на физике между Инанной и Мердуком, Афродитой и Гадесом, двумя членами семейства Ану. Эти двое продлевали свои жизни дольше, чем любые другие представители их семейства, и в конечном счете, вошли в безумие, обусловленное их методами продления жизни. Плеядианские ученые, выращивавшие в лабораториях рабов, использовали для создания их форм электрические элементы. После того, как аннануки самоупразднились, ложное вмешательство продолжило посредством электрических элементов изымать огонь из белого человечества. Такие тоны творения, как сострадание, любовь, прощение, единство и божественный союз, вместе с элементом огня, были изъяты из человеческих реалий. И после этого, раса рабов перешла от мирной цивилизации к ненавистнической и воинственной. Они изменили отношение к своим красным соседям, обратившись на них с гневом и жестокостью,
Красные народы, которые не были лишены тонов любви подобным образом, и потому помнящая любовь, никак не могли понять исходящих из ненависти действий по отношению к ним от соседей рабов, белой человеческой расы. Красная раса не осознавала причины такой ненависти, подобно нанукам, не осознававшим намерений Мердука. С недостатком понимания, красная раса не могла увидеть назревающее в будущем уничтожение. В дальнейшем, испытывая ненависть, раса белых рабов вновь и вновь уничтожала красную расу на протяжении всей истории. А в дальнейшем, по прошествии времени, и подобно нанукам, раса рабов обратилась против себя самой. Именно так был удален элемент огня из человечества. Нации и народности, происходившие от рабов, шли войной друг на друга. Каждый подъем цивилизации рабов, в своей кульминационной точке, переходил в войну. Все это имело место множество раз, что обусловлено удалением ложным вмешательством элементов огня и тонов творения любви через расу белых рабов. Это явление повторяется неоднократно в вашей человеческой истории. Возможно, вы имеете представление о ситуациях последнего десятилетия, возникавших в связи с тем, что руководство Запада все более и более проявляет агрессивность и жестокость. Люди с наследственностью Аннанук, через генетические соглашения, непрерывно продолжают лишать огня и любви всех вокруг. Гуманоиды с генетикой чужих творений постоянно находятся в состоянии войн и конфликтов друг с другом, тем самым перенося этот стереотип на человеческую расу людей. Они научились манипулировать инструментами жизни, такими как ДНК, зачастую действуя методами, которые часто приводят к вымиранию заселяемых ими планет. Огонь – основной недостающий элемент на Земле. Огонь может быть эквивалентен жизненной силе и, в конечном счете, любви. Что больше всего отбирало у Земли ложное вмешательство? Огонь, и все относящиеся к нему тоны творения. Какие тоны связаны с огнем? Все тоны имеют отношение к огню, однако вы наверняка обратили внимание, что огонь горит только в диапазоне от желтого к оранжевому на Земле и вашем Солнце. Огонь проявляется только в таких тонах, как дыхание жизни, свобода, необусловленное управление и энергия, которые являются желто-оранжевыми в цвете. Так что же было утрачено? В качестве составляющих огня были удалены все тоны, имевшие отношение к состраданию, голубовато-зеленый цвет, необусловленной любви, серебряный цвет, структуре и божественному союзу, лавандовые тоны, а также единству и прощению, розовые тоны. Однажды, в будущем, огонь будет гореть во всех 10 тонах основы языка света, и это явится признаком эволюции огня, выше своего опыта разделения и нецелостности. Что произошло, когда такие тоны удалились из огня? Исчезла мысль и форма сострадания, единства, необусловленной любви, божественного союза и прощения. В наших материалах часто отмечалось, что любовь объединяет, скрепляет и удерживает Вселенную, и это действительно так. Ибо именно любовь управляет элементами воздуха, воды, огня и земли для поддержания жизни. Однако в нашем творении, которое испытало падение и погрузилось в разрушительные стереотипы, любовь была переправлена в другие творения. С течением времени это стало равносильно утраченным элементам. Со временем, Земля и все царства на ней, включая человечество, были лишены вибраций любви или некоторых из элементов, и таким образом, болезнь и смерть, наряду с уничтожением, стали распространенными явлениями.
царство природы, и люди, вместе с почвой и водой, умирают, и причина этому – ненависть, не любовь. Отделенность от любви, от Бога, создала на земле реалии нескончаемых страданий, катарсис ненависти, боль одиночества, ожесточение, болезнь и смерть, повсюду, из-за ощущения себя нелюбимыми. В реалиях, где вследствие утраты элемента огня, отсутствует любовь, поддерживается коммуникация отклонения, ненависти, яда и недостатка, наряду со страхом и беспомощностью. Такого рода мыслеформы создают болезнь, психические расстройства, распад и смерть. Такого рода мыслеформы – результат удаленного с Земли элемента огня, лишение человечества благоволения на информацию, эволюцию, любовь и связь с истоком. И все, что после этого остается как мыслеформа, является нелюбовью. Мыслеформа нелюбви велит элементам убивать жизнь, разрывать, расчленять эфирное тело и клеточную структуру, вместо того, чтобы скреплять их. В конечном счете, именно это приводило на Земле к одному падению сознания за другим. Земля хотела бы обратить особое внимание, что диссонанс, присущий смешанным генетическим материалам рабов, вместе с диссонансом электрической священной геометрии, запущенный Ану, должен был рано или поздно вылиться в нечто подобное. Если диссонанс не мог быть выражен не физически, то он переходил в физические реалии, и вследствие этого проявился непосредственно между Ану. Земля также признает, что помимо того, что должно было когда-нибудь произойти, эта война произошла вследствие ее желания вести человечество к вымиранию. Данная греза тоже уплотнила события, и так или иначе способствовала развертыванию военных играну, которые привели к такому большому ядерному уничтожению, что за очень короткий период оно стало самым мощным глобальным снижением вибрации в единицу времени, которое Земля когда-либо знала. Какое-то время рабы жили в радости, и это были времена, которые в вашей родовой памяти записаны как сады Эдема, до тех пор, пока не началось массовое уничтожение их разрастающегося населения. С течением времени, аннуки обнаружили, что рабов развелось столько, что их мыслеформа начала оказывать влияние на аннуков. Поэтому они решили уничтожить массу рабов, чтобы уменьшить перенаселение и ввести ограничения на их размножение. Сейчас Землей установлено, что в массовом уничтожении, за 18-тысячелетний период, было убито более чем 18 миллиардов представителей расы рабов. Такое уничтожение началось после формирования океанов, обусловленного вывозом аннуками обширных объемов минералов к другим звездным системам. Аннигиляция рабов в специальных камерах сделали страх, преобладающей вибрацией у рабов, даже при том, что значительной части населения никогда не сообщалось о проводимом уничтожении. Творение голографично, и если один из его членов что-либо переживает, то результаты ощущаются всеми. Поначалу аннуки использовали форму быстрого яда, убивающего рабов сотнями. Это стало слишком медленным, но позже они взялись за уничтожение форм, путем сжигания их заживо. Боль была настолько большой, что заставила дельфинов и китов существенно упасть в генетическом материале, поскольку вибрации боли очень низкие. Аннуки ввели черно-магическую практику перекладывания своей кармы на рабов, и практику казни в форме церемонии жертвоприношения, проводимой несколько раз в году, в 18 точках на поверхности Земли. Места жертвоприношений включают в себя 9 точек на Гавайских островах, и 9 возле Мачу-Пикчу, и Теотиуакан. Таких людей специально воспитывали для жертвоприношений, им говорилось, что тем самым они помогают своим богам.
В процессе жертвоприношения, их часто крайне жестоко убивали, а затем сбрасывали в действующий вулкан. Иногда их сбрасывали туда живыми. Таким образом, карма аннануков временно блокировалась, когда плоть рабов сгорала в пекле расплавленной лавы. На самом деле сгорание тел не стирает карму, а только откладывает ее во времени и пространстве, из-за чего она не может оказывать воздействие на виновных. Поэтому реально аннануки не стирали карму, а просто отсрочили ее возврат. Сейчас он происходит в процессе вознесения Земли. Карма возвращается от земного человечества к плеядам, так как после разрушения Земли в ядерном инциденте, аннануки вернулись домой. Поскольку аннануки не умирали на Земле, а возвратились в плеяды, вся карма, накопленная за время их господства, не считается лежащей на ответственности человека или Земли. Вместе с тем, родовые линии, связанные с аннануками, несут долю этой кармы, но поскольку они не были первопричиной указанной кармы, на эти родовые линии нельзя взвалить весь ее груз. Поскольку рабы не являлись причиной кармы, аннануки и расы рабов дали толчок к образованию в их генетической структуре своего рода шрамов. Рубцевание происходит, когда записи заблокированы во времени и пространстве. Сейчас становится понятно, что образование шрамов в нервной системе аннануков, как результат упомянутых практик, является еще одной причиной упадка их господства, и в конечном счете, ввергшей в безумную войну друг с другом. Когда аннануки сжигали рабов в лаве, они использовали форму слепого стирания всех кармических архивов. К сожалению, вместе с кармой были стерты некоторые из их собственных записей, необходимых для контролирования рабов. Это все больше выводило аннануков из состояния равновесия, и приводило в состояние еще большей ненависти, поскольку записи, необходимые для сохранения баланса, постоянно стирались, и, следовательно, становились недоступными для восстановления. Единственным способом восстановления записей является вознесение, но аннануков интересовало только бессмертие. Подобными практиками, аннануки сами породили собственное искажение и самоуничтожение. В то время, когда Мердука и Нана, два члена семейства Аннанук, шли к безумию, они продлили свои жизни до 18 тысяч человеческих лет. Практики по продлению жизни включали не только принесение в жертву рабов, в избежание кармического возврата, но и употребление человеческой крови, именуемой также эликсиром богов. Кровь становилась все менее чистой, так как все больше рабов стало испытывать страх перед жестокими методами обращения с ними, уничтожением или принесением в жертву. Страх вызывал генетические изменения, он же заставил кровь рабов изменяться. Со временем, она уже не поддерживала аннануков в их желании бессмертия. Поскольку кровь рабов больше не поддерживала их методы продления жизни, ради чистой крови, аннануки начали охоту на привнесенную красную расу. Пойманные люди держались в плену и умирали от потери крови в течение годового периода или более. Когда красная раса, так же как раса рабов, вошла в страх, обусловленный подобными методами, и голографическим воспоминанием, изменилась биохимическая структура ее крови. В тот период, желание бессмертия у Мердука было столь велико, что Мердук решился использовать кровь собственных детей, наполовину красных, наполовину аннануков. Многие слышали миф о Персефоне, богине плодородия и царства мертвых. Персефона была красным ребенком, похищенным в 7-летнем возрасте, и отданным Мердуку для крови. Он влюбился в Персефону и женился на ней, когда ей было 11 лет. За 800-летний период у них было 8 детей. Случилось так, что Персефона поймала Мердука,
убивающего ее собственного ребенка ради крови, что привело ее к умопомешательству и совершению самоубийства. Мердук был женат еще на 3 красных женщинах, каждая из которых была похищена в раннем возрасте как Персефона. Он продолжал использовать собственное потомство ради крови, чтобы продлевать свою жизнь. Со временем, даже кровь его собственных детей стала слишком нечистой, чтобы предотвращать распад его плоти. В конечном счете, этот распад привел Аннану к умопомешательству и безумной войне. Именно от этого ритуала Нанук появилась мысль формы о вампирах. Мердук ненавидел. Ненависть – это основа болезни. Ненависть, направленная внутрь, манифестируется на физическом плане, как болезнь. А ненависть, направленная вовне, как война или насилие всех видов, от эмоционального оскорбления до убийства. Какова причина ненависти? Ненависть – результат отсутствия любви. С течением времени, гуманоиды творения Альберион, присутствующие на планах Земли, лишали вибрации тонов творения любви, все живое на Земле. А поскольку таковое имело место, являясь полным капитальным лишением, ненависть проявилась как неизбежное следствие. Если идет большая утрата вибрации любви, то ненависть, война и болезнь манифестируются по родовой линии, вместе с падением сознания. Вот какой урок преподносит человеческому виду и всем видам Земли изъятие тонов творения ложным вмешательством. Многие члены семейства Нанук не осознавали ненависть Мердука. Они не понимали его внутреннюю реальность, поэтому также были не в состоянии осознать его пагубное намерение уничтожить семейство с тем, чтобы самому единолично обладать землей. И по этой причине его образ действия оставался незамеченным до тех пор, пока не вспыхнула война. Даже Инанна не имела представления о причине своих болезней, или о том факте, что именно Мердук стоял за всеми ее физическими проблемами. В своей ненависти, Мердук пробовал убить Инанну различными способами. Один из способов заключался в том, чтобы удалить ее огонь. Чтобы восстанавливать себя, Инанна использовала сексуальность и внутренний огонь, или систему энергии кундалини. Такое существование требовало непрерывно расширяющегося круга любовников, некоторые из которых принадлежали расе рабов, а некоторые были родом из красной расы. Мердук знал все это и старался лишить ее огня. Он достиг этого путем перехвата движения энергии кундалини Инанны, сознательно удаляя огонь в сторону от нее, но в достаточно медленном ритме, чтобы сначала это оставалось незамеченным. Вот, что произошло для Мердука. Он потерял способность коснуться других в единстве, и иметь сострадание к их образу жизни, уметь прощать те причины, что более всего раздражали его в собственной родне. Таким образом Мердук проникался ненавистью, а позже попытался уничтожать членов собственного семейства. Не это ли произошло впоследствии со всем человечеством в целом? Ибо человечество также было лишено этих тонов ложным вмешательством. Такое лишение происходило одновременно с утратой огня, или кундалини в движении энергии человека. Инанна, наблюдая в зеркале начало своего старения, никак не могла понять, как, или почему, терялся ее огонь, ведь она отдавала предпочтение обворовыванию жизненной энергетики расы рабов через сексуальные отношения, вытягивая их огонь для продления своего долгожительства. Это давало эффект все большего сокращения продолжительности жизни расы рабов, вместе с болезнями и нездоровьем, которые стали уже распространенными в расе рабов. Инанна также имела многих любовников из красной расы,
со временем также подвергавшихся откачиванию кундалини и изъятию огня. На первых порах, лишение огня носило скорее единичный характер, нежели развернувшееся позже, массовое изъятие огня кундалини у красной расы. В возрасте 15 тысяч лет, Инанна была настолько ожесточенной, что пришла к выводу, что Мердук, ее брат по одному из родителей, является причиной всех ее несчастий. И этот вывод был верен, поскольку Мердук очень давно ненавидел Инанну, и проводил детально разработанные жертвенные ритуалы с рабами голографического характера Инанны. Эти ритуалы накладывали на Инанну проклятие, чтобы нести ей разрушение, и заставить сходить с ума. Заклинания действительно работали, но вместо того, чтобы покончить жизнь самоубийством, на что надеялся Мердук, Инанна обратила свой гнев и ненависть в его сторону, желая его уничтожить. Чтобы воевать между собой, Анну использовали собственных рабов под командованием Зевса и Мердука. Зевс со своей командой рабов стали известны как команда Аштара. Для того, чтобы защищать Инанну, Зевс создал армию рабов, однако таковой не был тем подлинным Зевсом, который когда-то покинул Плеяды. Первый, оригинальный Зевс выбрал эвтаназию после 10 тысяч лет практик продления жизни и слабеющего здоровья. Зевс, ставший известным как Аштар, был потомком третьего поколения, который сохранил 100% плеядианской ДНК. Имелось 12 Ану, произошедших непосредственно в Плеядах, чьи имена хорошо известны людям из мифов: Афродита, Инанна, Гадес, Мердук, Зевс, Диана, Афина, Аполлон, Марс, Гера, Деметра, Гестия, Гермес, Дионис. Таковые продолжали смешиваться между собой, чтобы сохранять свое господство на физическом плане Земли в качестве богов над рабами. Ради сохранения чистоты изначального ДНК, они считали для себя необходимым тяжкое бремя межродового смешения. Однако, последнее также вызывало еще одну форму помешательства, в связи с которым оставшиеся Ану были втянуты в безумную войну Инанны и Мердука. Инанна и Мердук были самые старые и единственные, кто оставался от первых Ану, которые прибыли с Плеяд. Все остальные члены семьи были вторым, третьим или четвертым поколением, произведенным от спаривания и скрещивания между собой первых 12. Семья Ану изнывала на земле от скуки, и в конце концов, нашла свое призвание, примкнув к той или другой стороне. Почти половина семейства пошла с Мердуком, а другая с Инанной. Вместе они вели наблюдение за полями сражений. В чем-то, подобно наблюдателям футбольной игры, собачьих или петушиных боев, они летали на своих летательных аппаратах над местами сражений и подбадривали оттуда воевавших рабов. Война, чем-то отдаленно, походила на развлечение или шахматную игру. Рабы рассматривались ими в качестве домашних животных или движимого имущества, и нисколько не ценились, поэтому гибель нескольких тысяч рабов была для Ану так же несущественна, как резня нескольких тысяч голов скота в настоящее время. Со временем, остальным членам семьи такая игра наскучила. Каждый оставшийся представитель Аннанук, кто был вторым или третьим поколением от первоначальных Ану, один за другим отдавали предпочтение возврату на Плеяды, и каждый выбрал эвтаназию в конце своей жизни. Для сражений друг с другом, Инанна и Мердук остались немногими из своего семейства, почти в одиночестве. Война создавала все более и более жестокие опыты, переживаемые расой рабов Аннанук. Такие записи зверства были переданы дельфинам и китам, которые впоследствии снова понизились в генетическом материале, поскольку колебания вибрации боли были настолько плотны для них.
что невозможно было удержаться на своем обычном уровне. Когда Иннане перевалило за 17 тысяч лет, между Иннаной и Мердуком вспыхнула война. В целом война длилась более 2000 лет, и в итоге завершилась на Земле ядерным уничтожением. Специально для этого создавались рабы касты воинов с генетической склонностью к войне и разрушению, поскольку те, что были выращены и воспитаны для других целей, не обладали подходящими качествами для убийства и проведения войн. Эти рабы были лишены эмоций, имея только 1024 единицы ДНК, и настроенность бороться до конца, не испытывая ни малейшей жалости. Группы обученных рабов были настолько сильны, что вынудили силы рабов Иннаны отступать в заброшенный регион Земли, в настоящее время расположенный в Южной Америке. Но Иннана не сдавалась, и в конце концов, заманила Мердука в ловушку, устроенную в пирамиде, угрожая уничтожить его. Она рассчитывала, что лишенный пищи Мердук умрет там от голода. Хотя после нескольких недель все же предпочла его освободить. Это оказалось величайшей ошибкой с ее стороны, так как Мердук был расположен продолжить войну, взорвав две мощнейшие ядерные бомбы, вызвавшие гигантские разрушения и искажения, которые когда-либо испытывала Земля в этом измерении. Конечным результатом стала Земля, которая скатывалась к крайней черте, требующей от нее более чем 8000 лет на минимальное восстановление. К моменту ядерного взрыва, Мердук заключил сделку с душой из ложного вмешательства, носившей имя Санат-Кумара. Мердук предложил Санат-Кумаре занять свое место, и вместо себя одухотворять Землю. Санат-Кумара согласился, и в течение 3 дней Мердук забрал с Земли свою энергию, дав Санат-Кумаре возможность занять свое место. Однако он предал его, так как после совершения обмена, Мердук взорвал на Земле 2 огромные атомные бомбы. Взрывы погрузили Землю в ядерную зиму и привели к поражению Иннаны. Иннана успела покинуть Землю живой, но сильно покалеченной, больной, и возвратилась домой только для того, чтобы выбрать эвтаназию и закончить свою жизнь. Сам Мердук отправился на Орион в поисках медицинской помощи в своей разрушающейся форме. Но ничего нельзя было сделать, и он совершил самоубийство, взорвав свой корабль, врезавшись о поверхность Марса, планету из другого творения. Санат-Кумар остался на Земле, где все было вверх дном, но мало что мог сделать. У него было мало опыта в отношении магнитных планов реальности, поэтому он был бесполезен в деле восстановления Земли. С ходом времени, отсутствие опыта и знаний у Санат-Кумара все больше способствовали снижению вибрации Земли и деградации генетического материала всех видов. Санат-Кумара, как и все существа из ложного вмешательства, тоже занимался тем, что забирал у Земли записи Вознесения и генетические записи всех видов. На нем также лежит ответственность за перекладывание сюда груза кармы, принадлежавшей ложному вмешательству. В современной парадигме, война является частью ежедневной жизни, где одна компания завоевывает другую, через корпоративные рейдерские захваты и перекупки. Захваченная компания подчиняется. Иногда она уничтожается или распускается при реорганизации, проводимой новым руководством. Это происходит в мире финансов, это же существует в отношениях между людьми. Любовь в человеческом обществе стала часто ассоциироваться с завоеванием другого. С завоеванием связан период ухаживания. Иногда завоевание – просто соблазнение другого, для сексуальных отношений. Иногда это соблазнение на длительное лишение свободы, именуемое браком. Холодная война в семье – нередкое явление, когда ненависть управляет членами семей и родов,
когда брат ненавидит брата, мать ненавидит своего ребенка, или ребенок ненавидит свою мать или отца. Монтеки и Капулетти является образом межродовых войн, причин которых как будто бы никто не помнит, но ясно одно – причина – борьба за власть, доминирование, господство и контроль. Стереотип власти и грубой силы преобладает во внутрисемейных отношениях. Отсюда постоянные семейные конфликты, боли и страдания, тысячелетние ноющие, незаживающие раны, в итоге, образующие плотную корку наслоения шрамовой ткани, эмоциональной и физической природы. Грубая сила до сих пор остается самым весомым аргументом в человеческих отношениях, и в первую очередь, в политике западных государств. В человеческом сознании зреет мысль формы ядерного завершения, и этот маячок есть лакмусовая бумажка, характеристики сознания каждого, кто выражает такое намерение. Количество конфликтов растет глобально, и новые технологии не столько этому способствуют, сколько в первую очередь являются инструментом высокотехнологичных войн, грезы которых в настоящее время уже разворачиваются. Текущая война в мире – итог человечества, коллективно выдвигающего свой внутренний диссонанс на некоторые регионы Земли, включающие территории Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Центральной Азии, Южной Америки, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Афганистан, Израиль и Палестину, Индия и Пакистан, Украина в Европе. Как вы думаете, какая карма высвобождается в войнах в Европе и на Ближнем Востоке? Война Мердука и Иннаны, которая в наши дни завершается кармическим столкновением между Востоком и Западом. Ядерные взрывы послужили причиной смешивания потоков энергии, и все люди, красные и остававшиеся белые, стали похожи, смешавшись в единую систему энергии, которая стала коллективной. Стереотип ненависти стал голографическим, он развернулся во всем человеческом бытии, как красном, так и белом. Когда это произошло, мысли формы ненависти, мысли формы нанук, и их расы рабов, произведенные в лаборатории, передалась красному народу. Для красной расы это приводило не только к снижению продолжительности жизни, но и к падению сознания как таковому. Когда мысли формы Аннанук охватила красную расу, в ней впервые стали появляться болезни и разворачиваться реалии междоусобной войны. Вплоть до этого, красная раса поддерживала миролюбивое племенное существование. Болезнь у красных народов проявилась после того, как произошло ядерное уничтожение Земли. Красная раса оказалась подверженной планам реальности, которые аннануки возводили для собственного использования и управления цивилизацией рабов. Одно красное племя пошло войной на другое, за территории или пищевые ресурсы. Один вождь устремился свергнуть другого. Разногласия и диссонанс обращались в норму. Красный народ уже не мог найти свой путь возвращения к гармонии, воспоминания которые еще оставались, но уже не было представления, как ее восстановить. В стремлении реализовать возвращение к единству, представители красного народа пытались возноситься, и тем самым вносить необходимые изменения в мыслеформу. Вместо этого, неполное вознесение, открыли проход силам тьмы, которые работали с аннануками, и легко манипулировали подобными вознесениями, порождая дальнейшее падение сознания, а вместо мира, наращивали диссонанс и падение мировой вибрации Земли. Подобно полям дельфинов и китов, использованных тьмой в разрушении великих мастеров, красная раса нашла свои поля, использованными в разрушении Земли. Последнее, о чем можно было бы подумать, так это о том, что такие расы когда-либо сознательно пожелали такового, ибо они отбирались с осознанием,
что являются опекунами и хранителями почвы, и пришли на Землю, чтобы в нужные сроки помочь ее грядущему вознесению. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благодарим всех, кто участвует в вознесении Земли и человечества.